Около 6 утра бездомный пес по кличке Джек отправился на ежедневную пробежку позавтракать. Как обычно, он рылся в мусорных баках, стоявших возле некоторых ресторанов на главной улице Брансуика, США. Посреди этих мусорных баков его чувства внезапно пробудились. За одной из бочек, у кирпичной стены, лежало старое одеяло. Внутри что-то свернулось и двигалось. Джек медленно приближался. Здесь пахло людьми. Ему это не понравилось. Он не любил людей, но и не особенно им доверял. За 9 лет, что он прожил на улицах, он увидел, на какую безжалостность они способны. Нередко он сам становился жертвой. Но когда он прижался носом к свертку, чтобы получить больше информации, он понял, что этот запах отличается от знакомых ему человеческих запахов. Его инстинкты подсказывали ему, что это что-то крошечное, хрупкое и беспомощное. И даже если бы это был человек, если бы он чего-то не сделал, он бы умер. Посмотрев на одеяло несколько минут, Джек понюхал его и повернул сверток так, чтобы можно было аккуратно схватить его ртом. Затем он поднял его. Теперь он был бездомной собакой на задании. Что бы ни было в одеяле, оно немного пошевелилось, а затем совершенно обмякло. В его собачьем мозгу Джеку пришло время принять следующее решение. Что он должен сделать? Ему нужна была помощь, но было слишком рано. Рестораны по-прежнему были закрыты. Это означало, что вокруг еще не было людей. И как бы ему не хотелось остаться равнодушным, он знал, что ему нужна человеческая помощь. Крошечная фигурка на потолке снова изогнулась, и Джек осознал срочность своей миссии. Через несколько улиц от него было странное здание, где он иногда искал еду. И он по опыту знал, что там всегда, независимо от времени, были люди. Когда 5 минут спустя он завернул за последний поворот, он увидел, что был прав. Там было много людей. Некоторые слонялись по парковке, другие ринулись через раздвижные двери. Слева приближался большой автомобиль. Он мигал красными огнями и издавал ужасный звук. Джек немедленно направился к раздвижным дверям. В больнице Брансуика происходила смена смены. Пациента везли из машины скорой помощи в одно из отделений неотложной помощи, и медсестра за стойкой вызвала дежурного врача по внутренней связи. В этот момент она заметила собаку. Это зрелище сразу заставило ее подпрыгнуть. Собаке не место в отделении неотложной помощи. Это неизбежно приведет к отвлечению внимания. И это была не та среда, где можно было отвлечься. Поэтому она вышла из-за прилавка и сразу же начала отпугивать собаку. Джек видел, что женщина пыталась его отпугнуть. Она даже не взглянула на сверток во рту. Инстинктивно ему хотелось бросить одеяло и его содержимое на пол и уйти, но он почему-то решил поискать другого человека. Он ловко уклонился от разгневанной женщины и поспешил в другую комнату. Это была комната отдыха. 3 женщины пили кофе. Сначала они не заметили собаку. Но когда он наконец появился в поле зрения, 2 из них тут же принялись его прогонять, как и попыталась сделать дама за прилавком. Маленький сверток во рту снова извивался. И Джек с надеждой посмотрел на 3-ю женщину. Она посмотрела на него с удивлением. Затем она поднялась со стула, подошла к нему и заговорила тихим голосом. Джеку она сразу понравилась. Она не была похожа на остальных. Поэтому он позволил ей подойти ближе. Убедившись, что он полностью завладел ее вниманием, он осторожно бросил сверток на пол и сделал шаг назад. Анджелина Поттер проработала в больнице почти 10 лет, но что-то вроде этого никогда раньше не видел Е. Поведение этого животного, вероятно, было связано с комком во рту. Когда он уронил его на пол и сделал шаг назад, она поняла, что это важно. По состоянию шерсти она могла сказать, что это бродячая собака. Анджелина не хотела пугать животное, но она также знала, что ей нужно как можно быстрее достать маленький сверток, лежавший на земле. Она сделала еще 2 шага вперед и заговорила с собакой тихим голосом. Он сделал еще шаг назад. Ей казалось, что он пытается дать ей доступ к свернутому одеялу. Он не успокоился, пока она не заглянула внутрь. Когда она опустилась на колени и осторожно распаковала сверток, на ее глазах навернулись слезы. Это было последнее, чего она ожидала, и все же она знала, что это было, еще до того, как сняла последний слой одеяла. Это был крошечный ребенок, всего несколько дней от роду. Он едва дышал, а его кожа посинела от холода. Анджелина немедленно приняла меры. Она крикнула медсестре за стойкой, чтобы она вызвала врача, добавив, что младенец находится в критическом состоянии.
Она согревала руки, потирая их, и постукивала по груди ребенка и подошвам ног, чтобы посмотреть, будет ли реакция. Ничего. Однако у младенца забилось сердце, и это дало ей надежду. Когда пришел врач, она отошла в сторону. Он проверил сердцебиение и прислушался к признакам дыхания младенца. Анжелина медленно выдохнула и снова переключила внимание на собаку. Она похвалила его за поведение и протянула руку, надеясь, что он позволит ей прикоснуться к нему. Это было необычно для Джека. Эта женщина пыталась прикоснуться к нему. Обычно он никогда бы этого не позволил. Но она ему понравилась. В глубине души он знал, что она добрая. Однако он понятия не имел, что то, что произойдет дальше, изменит всю его жизнь. Когда Анжелина прижала ее руку еще ближе, собака расслабилась. Она осторожно положила руку ему на голову, а затем начала чесать ему уши. И когда она повернулась, чтобы взять с вешалки куртку, он последовал за ней, и Анжелина улыбнулась, когда собака села и смотрела, как она надевает куртку. Затем она повернулась и пошла к двери. «Ты пойдешь со мной?» – спросила она через плечо, похлопывая себя по ноге. Джек понял и последовал за ней к двери. 3 месяца спустя многое изменилось для бездомной собаки, спасенного им ребенка и самой медсестры. Анжелина забрала Джека домой, и теперь он жил с ней постоянно. Это был его самый первый дом навсегда, и он прекрасно там обосновался. Но хорошие новости были далеки от завершения. Джек не мог в это поверить, когда однажды вечером его новый хозяин вернулся с работы с небольшим свертком в руках. Он сразу узнал запах и вскочил от волнения. Маленький человечек у нее на руках был тот самый, который свернулся калачиком в старом одеяле в переулке за итальянским рестораном. Анжелина усыновила ребенка и решила дать маленькому созданию новую жизнь с большой любовью и привязанностью, как и собаке.